Перед началом серии хочу сказать, что вскоре мы запускаем сайт с маршрутами наших путешествий. Вы сможете пройти по нашим стопам и испытать те же впечатления, но уже не повторяя наших ошибок. Больше не нужно десятки часов проводить в сети, разыскивая информацию о лучших местах страны. Все скомпоновано в единый информационный медиапакет, состоящий из карты, текстов, фото и видеоматериалов. Для того, чтобы получить доступ к сайту первыми, переходите по ссылке в описании к этому видео. Вам нужно будет оставить свой имейл, и мы вышлем вам ссылку на сайт, как только он будет готов. Ну что ж, а теперь серия. С планом определились. Сегодня у нас целый день посвящен Лиссабону. Будем много ездить, много ходить. Надеюсь, купим дрон. Наконец-то. Походу электромобилей вообще нет. Видишь, место пустует. Дрон. Мы идем тебя покупать. Мы ноги сами перевели нас сюда, а это хороший знак. Есть еще магазин на этой же улице. Мы купили дрон! 2 евро, это зеленая зона парковки. Примерно 2,5 часа будем стоять. Это вот очередь? Серьезно, блин? Что? Да, чувак, это очередь в постоит с ДБРМ. Это да, это походу все туда. Хорошо, что я парковку на 2 часа взял. Стоим? Ну, это, конечно, не очередь в Ватикан, но... Пока мы стояли в очереди, как дураки, наша прекрасная Александра залетела, как ниндзя, и Все разнюхала, разузнала и организовала нам столик. сказала, что люди сумасшедшие стоят на тейк-эвэйсе, чтобы взять с собой. А здесь никто не сидит, ну, то есть можно реально найти место. Меню, кстати, очень аппетитно выглядит. Да, и очень разнообразно. А приперлись мы в эти паштейш дебелем по одной простой причине, и все почему сюда прутся, потому что это место, где было изобретено что-то вот такое. Это оригинальный десерт из Португалии, который всем известен. Стоит евро 10 центов. Что вас смущает в этом кадре, ребят? Маршрутка Лиссабон-Порту. Неси меня большая черепаха. Смарт-рюкзак. Смарт-рюкзак. Иногда можно отпустить. Сейчас, смотрите, отпускаю. За пивом. За пивом. Он такой Вася. Это Андрончик. Такой. Кадры с воздуха, конечно, всегда добавляют баллов в твоей истории. Затем мы поехали домой, чтобы оставить машину, и остаток дня провели, гуляя по городу пешком. Вечером мы собирались совершить паб-кроул по району Байро-Альто с огромным количеством ночных клубов и баров. Сейчас кое-что мне напомнило Индонезию. Смотрите, какие трущобы. И это все на фоне такой красоты. Лиссабон, столица Португалии, Европа. Как там люди живут, я не понимаю. А тут красота. Se dia calhar de tudo mudar, eu vou lembrar de tudo que passou e continuar de bem. Só de bem. На самом деле история не актуальная уже. Хотели рассказать.
рассказать историю, что чуваки играют как Sultans of Swing, в честь которой сочинили Dire Straits свою песню, что они были настолько одиноки, играли в баре, где никого практически не было, но они играли, долбили там по 2-3 часа. Ну и это все очень грустно смотрелось. Тут мы заходим в этот бар, чтобы как-то подрассказать историю, и куча людей начинает танцевать, заказывают напитки, и получается, что они уже не одиноки, и история не актуальна. Так что все четко, классно. Вот он, знаменитый лифт. Пробуем забраться, что ли? Да высоко, чувак, блин. Может, есть способ попроще какой-то? Ну давай попробуем. Давайте, сейчас сделаем. Иди сюда. Раз, два, три. Блин, что не получилось? Очередь. Waiting time 1 hour from this spot. 1 hour? Окей, сэр. Сейчас мы вам расскажем, что делать в очереди. Покажем вам разные варианты действий. Итак, камстри. Раз, два, три. Селфачи. А, да, в натуре, делать селфи. Билетики по 5 евро 15 центов, только кэш. Если у вас нет, конечно, специальной этой туристической карты зелененькой. Еще наверх? Там прям... Это же я тебя снимаю. Я уверен. Кстати, прикольный кадр, очень прикольный кадр. Очень красиво, но очень холодно. Это хана. Капец, чувак. Наткнулись на место, которое называется Рей де Франко. Очень хэштег узенькое. Здесь неожиданным открытием для нас стал португальский бренди, который называется Масиейра. Этот бренди стоит 4 евро, наливают вот столько вот, по-моему, офигенно. Очень вкусная еда. Я заказал себе то, что я готовлю обычно. Курочка в перемешку с жареной картошкой и в перемешку с яйцом. Стоит порядка 8 евро, по-моему. Советуем. Ребят, всегда будьте честными. Мы заметили, что официант не включил в счет 2 апельсиновых сока, которые я выпил. Мы ему об этом сказали, потому что не хотели портить карму. И в благодарность он нам налил по 50 грамм ромчика. Да, очень мощного, классного ромчика. Португальского, да? 46 градусов. И нам теперь совсем не холодно. И мы идем дальше кроулить. Направляемся в райончик пабов Байро Альто. У нас ничего не меняется, да? Я обожаю этих ребят. Что только что было, я не понимаю. Был там коктейль, назывался Fire and a Coal. Мы типа решили попробовать, потому что это Counter-Strike. Там такой, короче, бокал чувак берет, наливает в него табаско. Соус табаско, да, острый, так нормальненько наливает. Наливает абсента туда, наливает еще какой-то водки и поджигает это дерьмо. Пары идут вверх, он накрывает каким-то бокалом, потом это все салфеткой и трубочку. В общем, ты вдыхаешь пары этого дерьма, а потом запиваешь этим табаско с абсентом. Нас отрезвило моментально. Я начал тихо, молча, стоя плакать, у меня просто полилась слеза. Жека побежал в туалет орать. Он напугал британцев, он открыл дверь в туалет, начал... Но там типа еще один Богдан, он просто бегал вдоль барной стойки. Но нас всех отрезвило, а мы думали продолжать. Мы бухали до этого пива чешское. Такие были уже пьяные. Давай по шоту, давай, выпиваем шот, нас отрезвляют, и мы такие, ну что, пацаны, домой. И разбрелись по домам. Я потом где-то шел уже домой, через минут 15 я почувствовал абсент. Меня так крыть начало, блин, капец. Слава богу, я пришел домой и лег спать, потому что это был дурдом. В общем, Fire and a Coal. В чем минус квартала для паб-кроула? Если ты гуляешь тут после 12 ночи, то тут воняет блевотиной на каждом углу. Блевотина, трава, алкоголь, не знаю.
Короче, только что был самый быстрый Uber в нашей жизни, самый быстрый вызов Uber. Как только я нажал Confirm Uber, через 20 секунд подъехала наша машина, и мы сели. Так что, Португалия, ты молодец. Ай, Португалия, ай. Главное, чтобы, конечно, португальские мужчины не были такими же быстрыми с португальскими женщинами, потому что им обидно, наверное. И главное, чтобы они знали все входы и выходы, потому что только что пришлось объяснять вместо навигатора, как проехать таксисту. Мы уже 2 дня тут живем, мы, по сути, местные. И португалец был очень удивлен, что мы знаем окрестности лучше, чем он и чем навигатор Google. Или, может, Uber навигатор, да. В конце концов, он сказал нам огромное спасибо, что мы вывели его из этого тупика. Да, на нужную тропу. Теперь он будет жить в другой жизни. Да, направили его на путь истинный. Паб-кролл закончился немножко рановато, потому что у нас слишком много техники в руках, а там есть пьяные люди, которые слегка неадекватные. Которые трутся друг к другу. По городу висят таблички Да. в любых туристических местах, что смотрите за карманами. Да, везде Очень висят много, таблички, очень что много воров. воруют. Очень много воров, да. Хозяин квартиры тоже нас предупредил об этом. Чтобы окна не открывали, да, чтобы, потому что вурдалаки лезут. High skilled воры. Да, очень умелые, ловкие. Если ты смелый, ловкий, умелый, Лиссабон тебя ждет. На самом деле, да, там даже на стенах объявления Beware of pickpockets. И я так понимаю, что один из этих пикпокетсов перечеркнул слово beware и сказал, и написал become. Их там реально дофига, и мы решили не рисковать, тем более нам завтра рано вставать, насыщенный день. Остановитесь! Спокойной ночи. Кстати, теперь было ощущение в автомобиле, что до этого таксист вез уже тех, кто блевал.